Всем здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Август месяц трансформаций. Но любые трансформации, если вы к ним подойдете осознанно, вы их всегда обернете в свою пользу. Вспомните, любые мировые кризисы, они всегда заканчиваются, и оттуда выходят новые миллионеры, новые миллиардеры. И есть те, кто пострадал, кто все делал неосознанно. Но мы-то с вами все здесь. Мы создаем мощный эгрегор, мы с вами работаем, я вижу вас всех на нашем челлендже. Пожалуйста, кто только присоединился, начинайте с самого первого дня. Идите день за днем в своем ритме. Ну что же, а мы сегодня с вами поработаем на тему «Я живу свою счастливую жизнь». Ставим сегодняшнюю дату. Сегодня у нас 2 августа. И подумайте, пожалуйста, сейчас сами, ответьте себе на вопрос, а чью жизнь вы живете? Что для вас ваша счастливая жизнь? Что для вас счастье? Итак, я ставлю таймер на 2 минуты, разогреем наши нейронные связи. И, пожалуйста, пишите первое, что приходит вам в голову. Негативные слова, какие-то страшные слова, большая просьба не пугаться. Дело в том, что учитывая, что мы с вами работаем, и это ваша не первая работа, вы как слой за слоем начинаете снимать все, да. И если в первый день кому-то на нашем челлендже, например, было легко, то в пятый день люди плакали, потому что вскрываются все глубже и глубже слои. И нам очень важно добраться до истинных вас, чтобы вы жили свою счастливую жизнь. Алиса, поставь таймер на 2 минуты. Пишем слова. Заканчиваем. Алиса, стоп. Посмотрите внимательно на свои слова, посмотрите, какое количество их получилось. Может быть, какие-то слова вас впечатлили. И если вы проделали качественное упражнение, вы видите все то, что для вас означает именно вашу счастливую жизнь, что для вас значит быть счастливым. 39 слов. Отличный результат. Считается, что если у вас больше 20 слов, тема для вас актуальна. Люди очень часто сталкиваются, к сожалению, с проблемой, что они не могут написать слова. Ну,
Потому что боятся, потому что их так вот приучили, не так они росли, не так, не разрешали людям проявлять свое мнение. Посмотрите, например, я думаю, многие из вас являются счастливыми мамами. Как вы растите своих детей? Чему вы их учите? Учите ли вы их выбирать? Учите ли вы их отвечать на вопросы, а что ты хочешь? Даете ли вы им то, что они хотят? Ну и что мы сейчас сделаем? На нас влияет 7 поколений предков, поэтому мы нарисуем с вами 7 кругов, где первое поколение это вы, седьмое это вот самое-самое дальнее. Вот, про планеты я тоже оставлю вам ссылочку в комментариях, оставлю вам ссылочку в описании видео, где вы можете посмотреть и почитать подробнее про древо рода, про все поколения. Итак, я начинаю 7 поколений. Так, я нахожу на листе себя. Можете приметиться сначала. Не старайтесь сильно огромным делать, чтобы у вас влезли 7 кругов. Следующее у нас поколение — это ваша мама и папа. Второе. Третье поколение — это наши дедушки и бабушки. Третье. Четвертое поколение — прабабушки и прадедушки. Пятое поколение. Шестое поколение. И седьмое поколение. Вот, как-то так получилось. Что ж, смотрите, любые ваши увлечения в жизни, все, с чем вы встречаетесь, оно в принципе не просто так. Дело в том, что, значит, когда-то этим увлекалась ваша бабушка, ваш дедушка, ваши какие-то другие родственники, другие поколения, поэтому вы ко всему приходите не случайно. И очень классно гармонизирует вот и выводит очень классно гармонизирует вот эту вот силу рода, если надо активировать, да. Дело в том, что вам проще всего отработать, простить, поблагодарить и избавиться, нежели тащить на себе еще вот этот вот груз и чужие желания. Почувствуйте, подышите всю эту силу, всю мощь и пронейрографируйте какое-то поколение. Может быть, это будете вы. В идеале, если это будете вы. Но вам надо это почувствовать. Работа будет нелегкая, она будет основа у нас психологическая, достаточно такая яркая, сильная. И очень важно, чтобы вы округляете, да, все, что можно округлить. После этой работы будет здорово, если вы, конечно же, сможете понять и почувствовать, а свою ли жизнь вы вообще живете. Позиции в отношении денег здесь тоже будут. Когда мы с вами говорим о деньгах, вы когда-то были ребенком, и когда у вас появлялись первая зарплата, первые деньги, вы слышали только радостные какие-то поздравления, или вам говорили: отдай маме, отдай папе, а помоги бабушке, а помоги дедушке. Поэтому это очень важно. Человек должен минимум после того, как он вылетел из родительского гнезда, получил образование, да, он должен
должен минимум 20 лет жить свою жизнь и никому ничего не давать, потому что надо. Вообще давать потому что надо нехорошо. Поэтому если кто-то из вас сейчас помогает там каким-то своим родственникам, работу можно крутить. Я сейчас просто округляю те пересечения, которые у меня уже есть в самих кругах, да. Пересмотрите, пожалуйста, кому и на что вы вообще даете свои деньги. Если вам ваши родители не совсем пожилые, да, пенсионеры, которым действительно нужна физическая какая-то помощь, материальная, если вам меньше 40 лет, вы вообще не должны никому ни копейки давать, потому что надо. Все это вам вбили в голову, все это нарушает иерархию. Человек должен пожить для себя, потому что когда человек не живет для себя, отсюда потом и начинают идти проблемы в отношениях, проблемы со здоровьем, проблемы финансового характера. Мне повезло. Вы знаете, что я за психотерапевтов, за таких хороших, качественных. Другой вопрос, что их трудно сейчас найти. Вот, но мне повезло, и когда я работала вообще со своими какими-то негативными установками, когда я прорабатывала и делала все вот эти вот техники прощения матери, прощения отца, меняла свою жизнь, да, и все вот это вот. Мне было 24 года. Поэтому поклонов у меня было меньше, но то, как изменилась жизнь, то, как быстро я получила то, что хотела, оно было невероятно. И, в принципе, я и сама видела, и мне в голову все время вбивали. Я работала с 13 лет, мне говорили: зарплату, ну, ты должна там подарок купить тому-то, тому-то. Никому вы ничего не должны. Вы должны тратить свои деньги только на себя. Ездить в отпуск, наслаждаться, смотреть этот прекрасный мир, любоваться. И, к сожалению, так бывает, что есть родители, которых в буквальном смысле не за что любить. И, как я уже вам говорила, этот род, эта семья, в которую вы пришли, это был ваш выбор. Это ваши учителя. И если вы сейчас продолжаете вот в данную минуту на кого-то из родственников злиться, на маму, на папу, ну, дедушки, бабушки, вряд ли вы так сильно и воспринимаете их, и вам больно от какого-то конфликта. Чаще всего это папа, мама. Вот. И если вы продолжаете до сих пор злиться, вы находитесь в уроке, вы еще проходите этот урок. И урок лучше пройти, нежели вам будут его давать. Да не заклюют меня все, но дети, которые страдают от физического насилия в семье, они также... Нет, я первая, кто кричит, я не просила меня рожать, кто так относится к своим детям, да, но это был исключительно наш выбор прийти в эту семью. И даже те семьи, где есть физическое насилие, более того, где оно, к сожалению, процветает, да, и
Ну, как бы это ужасно не было, где там отцы могут какую-то физическую, да, какое-то физическое насилие применять к дочерям, к мальчикам. А дети это выбрали сами. Ключ к освобождению — это сочувствие. Конечно, еще и любовь, видите, вот обратите внимание, вообще не пересекается с какими-то другими членами моего рода, круг, с другими поколениями, как достаточно плотно вот здесь соприкасается с мамой и папой. Что ж, теперь мы все это должны с вами гармонизировать. Мы начинаем вести нейрографические линии. И, пожалуйста, попробуйте почувствовать, когда линия будет проходить какое-то поколение, попробуйте прочувствовать, понять, почему у вас все это есть. Сила рода — это колоссальная энергия, я вам это говорила. Здесь ваши таланты, здесь ваши деньги, здесь ваши отношения с окружающими, здесь ваша самореализация. Здесь абсолютно все. Здесь хранятся невероятные тайны рода. Точно так же, как и здесь есть волшебный дар, наследство, которое дано вам по праву рождения. Просто с поколениями оно было утеряно. Это любовь. И любовь и сочувствие. Бывало так, что приходилось нашим предкам прятать эти чувства. Разные были времена, и мы не пережили то, что пережили они. Войны, голод, ужас, отсутствие хорошей медицины, в связи с этим достаточно частые потери близких. Попробуйте их понять. Как только вы их поймете, как только вы услышите их крик о помощи, им надо просто капельку сочувствия. Жизнь начнет меняться как по волшебству. И вы должны жить свою жизнь. Вероятнее всего, я очень эзотеричный человек. И вероятнее всего, что бабушки, прабабушки чем-то подобным увлекались. Проводите как можно больше линий и прочувствуйте, пожалуйста, все то, что они по незнанию, не от того, что они какие-то злые и плохие, оставили вам разбираться в вашей жизни. Вам нужно поблагодарить их сейчас и отпустить. Это не вы хотите, это не вы не хотите детей. Это ваша бабушка. Там же знаете, как работает. Муж приходил, вот тогда не было интернета, не было телевизоров. И представьте себе, какая жизнь была там 600-700 лет назад. Не было, ну, по сути, ничего, никаких тех благ, которыми мы сейчас с вами пользуемся с благодарностью, наслаждаемся и ничего. И какое было развлечение? Была работа, да, какая-то в поле или где у кого-то мастера каких-то дел были, да, по фамилиям можете по своим посмотреть. Вот. И, соответственно, муж приходил домой и пил, а не пил, там, занимался любовью с женой. Средств контрацепции не было, ну а куда там 10-15 детей? Они даже не помнили, когда они родились. Ну, когда-то там во вторник. Ну, что это за ответ, да? Вот. И их вот это вот нежелание иметь каких-то детей больше,
Они же хотели изначально там, ну, одного, двух, это к этому приходит человек, да, он все равно начинает хотеть детей. Вот, но когда речь идет о десятках, конечно, какие-то там гибли, какие-то что-то еще. Но вам, например, да, кто хочет деток, именно потому что ваши бабушки, прапрабабушки так сильно их не хотели, вам их поэтому не дают. Может быть, ваши мамы и бабушки аборты уже делали. Мы не говорим, когда, ну, если какие-то средства контрацепции используются, но мы говорим именно об убийствах. Попробуйте просто почувствовать, почему они поступали так или иначе. Попробуйте почувствовать, что они пережили. Просто вспомнить о них и принять. Посмотрите, как будут меняться ваши ощущения, когда вы будете проходить по конкретным каким-то поколениям, потому что очень часто, как бы то ни было, информация о поколениях, она потерялась с годами, никто не помнит. Вот. Но что гармонизирует очень сильно род, что поможет вам? Если вы ведете какие-то генеалогические древа, да, и узнаете об этом. Если вы вдруг знаете, чем увлекались бабушки, дедушки, ну вот ваши предки, вы можете хотя бы в качестве хобби заниматься тем, чем занимались они. Я не говорю, что нужно идти там булочником, например, работать или в поле. И опять же, у них же тоже были какие-то хобби. И вот из того, что, вот чем вы сейчас занимаетесь, чем вы увлекаетесь, что вам доставляет удовольствие или наоборот очень сильную тяжесть. Вероятнее всего, что этим занимались ваши предки. И вам нужно попробовать понять, а действительно ли вы лично этого хотите. Может быть, вам говорили, вы должны маме помогать. Должны, если мама старенькая. А вы прожили 20-30 лет без каких-либо обременений. Там замужем, не замужем, неважно. Лично вы прожили и никому ничего не платили, никто от вас ничего не ждал. Если этого не произошло, все. Это проблема, которую, к сожалению, придется решать, работать с ней. И первый путь к решению проблемы, конечно же, идет ее осознание. Как только вы осознали, что с чем вам нужно работать, вы, можно сказать, на половину пути сделали огромный шаг. Соответственно, подумайте, как вот в вашей семье относились к деньгам. А ты не можешь потратить? Как к вам относились, когда вы заработали свой первый миллион? За вас порадовались? Или вот, знаете, может быть, бабушкин вариант из разряда: ой, ходит свои копеечки, собирает. Нет, камон, миллион это не копеечки. Это достаточно хорошая сумма. Там несколько лет назад она была еще больше для кого-то, да. Я что хочу сказать? И как вы хотите потратить эти деньги? Хотите, пойдите, спустите все деньги, купите себе там, я не знаю, автомобиль, какие-нибудь хорошие часы, какой-нибудь подарок. Не слушайте ничьи советов, делайте так, как хочется вам. Только так вы сумеете начать жить именно свою жизнь. Без каких-либо навязанных предрассудков. И очень часто, к сожалению, люди сталкиваются с тем, что синдром отличницы, так называемый.
Очень часто люди сталкиваются с тем, что они боятся обидеть маму, папу, обидеть кого-то, расстроить. Вы не должны бояться. И очень часто те обиды, которые есть у вас на родителей, например, они даже не считают себя виноватыми. Именно поэтому я вам постоянно говорю, это прощение нужно вам, прощение нужно вам. По поводу месяца. Сейчас пришли такие энергии. Очень многие что-то потеряют, отвалится все, что не надо. Жизнь выйдет совершенно на новый уровень. А, но в эмоциях прошу вас, даже когда вы выдаете какую-то эмоцию, вы вдруг гневаетесь, сердитесь, может быть, пожалуйста, помните, это просто такие энергии. И холодным умом оценивайте свои энергии. Все, что накопилось лишнего, весь груз на душе, все, что вот изжило себя, пожалуйста, этот месяц выбрасывайте. Также этот месяц в Индии считается месяцем голодных духов. Именно поэтому мы очень часто, уже не первая работа в этом месяце, обращаемся к нашим предкам, вспоминаем их, потому что нам очень важно избавиться от родовых программ и жить свою жизнь. Не надо никого идти, обнимать, целовать и общаться. Травмы бывают разные, я все это прекрасно понимаю. Но простить в своей душе для того, чтобы у вас не было вот этой вот гнилой картошки, которую вы везде с собой носите, а она отравляет вам жизнь. Точно так же и здесь, в этом роду, есть какие-то скрытые тайны. То, что вроде с виду не тронуто, а если надрезать, выйдет гной. Я говорила, что проработка будет сильная, поэтому обращайте внимание. Может нависнуть чувство тяжести. А вы представляете, пыль веков, не десятилетий, не года, а все тайны веков, вы их просто сейчас поднимаете, чувствуете. А в данной работе вы улучшаете свою карму. И говорят еще не только 7 поколений назад, да, вообще считается 7 поколений назад и вперед, потому что вы являетесь первым поколением в своем роду, да, и там дальше уже идут бабушки, мамы, папы, бабушки, дедушки и так далее. Но еще считается 7 поколений вперед. Вы станете и вторым, и третьим, и четвертым, и пятым поколением для ваших потомков. И мы желаем своим потомкам жить их жизнь счастливую. Не надо отрабатывать за меня ничего. Только когда вы сможете разобраться с самим собой, вы сможете изменить свою жизнь. Еще очень частый вопрос, оказывается, многие не знают и слова. А если они там были бедными и больными, какая от них сила? Но вы не забывайте, больными это тоже проработка. И они пришли в этот мир, они здесь жили, они что-то делали. У вас каждый день происходит безумное количество событий, а люди прожили целую жизнь. Может быть, кто-то прожил небольшую, да, но они выжили. Из нескольких миллионов сперматозоидов именно они пришли в этот мир. Точно так же, как и вы. Поэтому вот эта вот стойкость к жизни, желание вот это вот жить,
они вам дадут. Где что-то не округляется, а вдруг не округлили, пожалуйста, не волнуйтесь, к работам можно возвращаться. Другой вопрос, что людям это делать некогда. Вот. Не нужно ходить и причитать: я такой несчастный, потому что вот там мне образование не дали. Что вам мешает сейчас это сделать? Но я думаю, что те люди, которые здесь сейчас и смотрят это видео, они так не причитают. Они идут, работают и меняют свою жизнь. Все это ваши установки в вашей голове. Многие навязаны нашими родственниками, многие навязаны мамами, папами, соседками, там, я не знаю, у кого кто. У нас соседка очень часто гостила, вот, но дети, взрослые молчали, но я была достаточно таким с чужими людьми, вредным ребенком, и я просто начинала людей игнорировать. Вот. Посмотрите, может быть, где-то еще вам хочется линий добавить. Никогда не надо было бояться обидеть кого-то, как-то расстроить. Это ваши деньги. Вам не должно быть стыдно за ваши деньги. Очень много людей мне сейчас пишет, но я не могу, я не могу съесть все конфеты, у меня дети, у меня тоже дети. Но я могу купить огромную коробку конфет и съесть их, даже им не сказать. И это классно. Я не говорю, что вам нужно идти покупать конфеты и есть их в текушку у всех. Но вам нужно делать то, что вам хочется. Жить свою жизнь. Залог счастливой, если вы хотите своим детям счастья, если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, вы должны думать о себе. Если мама несчастна, если мама некрасивая, будут разногласия с папой. А мужчин таких женщин не любят. Есть женщины, с которыми мужчины загораются, сияют и сворачивают для них горы. Она вдохновляет его. Именно поэтому, когда мы загадываем желание, я вам говорю, за мужа, вы можете там пожелать что-то мужу, но не влияя на его волю, а формулировка примерно: я вдохновляю своего мужа на то-то, то-то, то-то. Самый мощный день, 12 августа, будет для проработки предков, поэтому прорабатывайте, пожалуйста. Про кладбище я вам говорила, мы туда не ходим. Ну, вы как хотите, я туда не хожу. Нечего там делать, забирают энергию, потеряете, и мы энергию не разбазариваем. Вот. Мир, он все равно тонкий, сущности есть, их никто не отменял. И эзотерику тоже уже давно все научно доказано. Как вы себя ощущаете? Вот я уже делала работу на тему предков. Поэтому у меня легкость. Кто хочет, может поклоны родителям попрактиковать. Очень мощная техника. Даже прописать левой рукой определенные фразы, я вам ссылочку оставлю, вам уже будет легче. Посмотрите, что происходит, какие изменения происходят, как вы себя ощущаете. Вам должно в идеале стать очень комфортно. Вы сгармонизировали их, свой род, и теперь вы сможете услышать себя. Что вам хочется? Это как
А мне немного для счастья надо, говорят мне люди. А зачем мне машина? Я там на метро проедусь. Но вы подождите минуточку, машина это не роскошь, машина это средство передвижения. Я не хочу бриллиантов, говорит мне моя приятельница. В смысле не хочу бриллиантов? Это украшение, женщина должна себя украшать. Вы хотите жить унылую жизнь или вы хотите жить счастливую жизнь? Я все время хочу каких-то украшений. И камней побольше, и часов побольше, и камни поярче. Да не 4 частота, а двойку хочу, 2. Они самые лучшие в мире. И цветов надо хотеть. Пойдите себе, купите букет цветов. Пойдите, закажите себе воздушных шариков. Сделайте все то, что вам не давали, что вам не додали, что вы не захотели. Обратите внимание, левая сторона у нас всегда материнская. Насколько много здесь у меня пересечений линий. И здесь какая большая разница. Вот так вот. И, пожалуй, я сейчас закончу. Теперь, кто уже все округлил, можете попробовать найти свои желания. Вы их сейчас услышите, вы все это писали. Мы с вами это все делали в самом начале, когда начали делать упражнения за 2 минуты. А что для вас счастье? Пусть они помогут вам привлечь ваши 7 поколений предков, помочь вашу самореализацию, помочь привлечь вашу самореализацию, чтобы у вас все получалось, чтобы восторг вы вызывали у своих там слушателей. Денег хотите, пожалуйста, это деньги у нас в роду, это мать. Кармические уроки, это 7-е поколение, Сатурн. И тут неважно, верите вы или нет, астрология, она есть. И вот по Джьотиш, ведическая астрология, у нас в доме планеты, все от рождения написано, кто что по карме заработал. И пока вы, условно говоря, не отработаете какой-то урок, вам будет очень тяжело привлечь в вашу жизнь, например, тех же самых детей или здоровые счастливые отношения. Кто-то, может быть, замечал, многие, я думаю, помнят свою первую любовь какую-нибудь, и там, может быть, кто-то даже там карты сокровищ делал и рисовал себя счастливую. Такое тоже было. А потом вы расставались, карта не срабатывала. Но вы посмотрите, почему она не срабатывала. Потому что рядом на этой карте, кроме этого молодого человека, там девочки, да, если мужчина смотрит, у вас были приклеены, я не знаю, там автомобиль Porsche, квартира в центре, и не 20 квадратов, а 150, отдых в Индийском океане. И, соответственно, у вас убрали человека, который вам это дать не может. А сейчас я уверена, что вы ездите на лучшем автомобиле, чем загадывали, и живете в другой квартире, и капец как счастливо. Поэтому тут тоже очень такая деликатная тема. Ой, маркер упал. Ну что, где они, мои желания-то? А вот посмотрите, вот оно мое желание, вот она я. Вот они мои. 1 200 000. Да, 1 200 000 я хочу. 100 000 в месяц от YouTube канала, долларов. Тоже округляйте сразу свои желания. Видите, сколько у вас сразу начинает приходить своих желаний, еще и напитанных поддержкой всего рода.
Потому что мы о них хотя бы просто вспомнили. Кто может, пожалуйста, гармонизируйте свои, а, ну, свои отношения, да, подумайте, проработайте. Это очень сильно изменит вашу жизнь. Август, он действительно очень жесткий месяц. Ну, во-первых, я правда считаю, что, как и любой, например, астролог, знаете, к гадалке не ходи, они считывают информацию из поля, да, в поле достаточно много вариантов. Так вот, посмотрите, здесь еще. Это моя квартирка. Квартиры я тоже хочу всегда. Очень часто, кто здесь есть жители столицы, да, например, москвичи, и вдруг кто-то здесь родился. Очень часто и большая проблема москвичей, они продолжают поколениями жить в той квартире у МКАДа, которая досталась там от бабушки, дедушки, и зачем что-то менять. А дело в том, что энергии меняются. Периоды меняются, и та квартира, которая приносила, условно говоря, фантастическое, невероятное счастье вашей бабушки и дедушки, она уже не будет приносить, потому что энергии сменились, звезды сменились, дома новее должны быть. Прям тут 8 у меня. Это даже не знаю, что песок приходит. Пляж, песок, залив. По доброте душевной, я знаю, что вы все добренькие. По доброте душевной пустила в свою какую-нибудь пустующую квартиру родственников категорически нельзя. Со всех берем деньги. Денежная энергия, она важнее всего. Вы нарушаете все законы мироздания. Всегда родственники могут что-то там снять. Не позволяйте никому садиться себе на шею. Всегда думайте только о себе. Дышите, чувствуйте. Вот здесь вот видите, прям мне кажется, что-то тут еще. Ну это моя семья, это мое счастье. И очень важно отделиться. Вот эта вот сепарация, о которой многие говорят, да, бывают застрявшие люди живут с мамами, папами, бабушками, категорически нельзя делать. Я знаю людей, которые до 40 лет с бабушками живут. Ну а что, мне хорошо, меня всегда кормят. Ну, я и там вот продукты покупаю. Категорически нельзя. Сначала физическое расставание, потом эмоциональное. И встречаетесь там, получаете удовольствие, чтобы не было совместного вот какого-то быта. Совместный быт у вас должен быть с вашим мужем. Где еще ищите свои всякие ресурсы, силы, свои желания. Не могу приметиться, но вы тоже видите, я думаю, этот круг. Смотрите внимательно, что. Увидьте свои желания. Смотрите вот этот вот круг, сколько поколений. Вот этот вот ресурс, желание, что-то приятное, что придет, что уже пришло, может быть, что идет. Еще не пришли слова. Правая сторона, сторона мужская. Посмотрите, сколько поколений затронула. Себя, второе поколение, третье, четвертое, 4 поколения. И вот здесь я вижу тоже круг очень большой.
Еще про деньги вам хотела сказать. Ни с мамой, ни с папой, ни с дедушкой, ни с бабушкой, ни с кем, с друзьями тем более. Жена, муж, все. Вот эти два человека, с кем вы можете обсуждать свои а, доходы. Ни с кем больше. Мне прям и хорошо, и волнительно, и я не могу. Очень яркий, тяжелый, но я думаю, все смотрели фильм «Интерстеллар», да, по поводу там, знаете, многие, кто родился в каких-нибудь провинциальных городках и остались там, ну, за бабушкой следить надо, за мамой, папой. Там главный герой очень красивую фразу говорит: человечество появилось на Земле, но оно не обязано здесь умирать. Мир огромный и прекрасный, вы можете путешествовать по нему и выбирать то, что лучше вам, то, что лучше для вас. Вот она, моя счастливая жизнь. Очень много кругов, и все гармонично, и все идеально, и я очень довольна. Мне пришло сейчас чувство легкости, и почитание предков было, да, можно сказать, и я попробовала прочувствовать, почему они так или иначе поступали. Они ничем мне не обязаны, да, они на меня влияют, и а, то, что они выбирали где-то в своей жизни, это тоже было, может быть, по незнанию. Вы подумайте, они были такими же 20-летними, как были мы с вами, и вот еще. Вы помните себя в 20 лет, да? Кто из вас, девушки милые, кто постарше, кричали на своих детей когда-нибудь? Кричали, да, такое было. Сейчас будете кричать? Нет, не будете, видите, вы уже будете разговаривать, потому что вы были молоды, вы просто не знали. И опять же, вы брали, может быть, какую-то позицию своего поведения от ваших родителей, а вы не видели другого, а вы видели то, что не видели мы. И это что-то всегда наверняка было чем-то тяжелым. Но наша с вами задача, именно имея вот этот самый ключ, который называется сочувствие, мы с вами можем открыть все двери ко всем ресурсам и к нашему наследию, данному нам по праву рождения, которое невозможно потерять, но нужно просто подобрать ключ. Я в восторге от своей работы. Приступаем к цвету. Такие цвета интересные ко мне сейчас в ладошки пришли. Чувствуете, как все меняется? Что вы сейчас разукрашиваете? Может быть, это ваши цветы, о которых вы мечтаете? Мечтаете, а вам их почему-то не дарит муж. Если вы хотите, вы можете просто сказать. Человек иногда не знает то, что вы хотите. И не стоит обижаться на кого-то. Попробуйте встать на позицию самого человека. Почему он поступает так, а не иначе? Почему-то я розовая. Ну да, любовь переполняет меня, любовь, сочувствие какое-то. Прям хочется мне всю эту любовь продлить на весь род, можно так сказать.
чувствуйте, наблюдайте. Попробуйте проникнуться благодарностью, и, может быть, мысленно сказать: я тебе благодарен, и я иду жить свою счастливую жизнь. Я не хочу хранить деньги под половицей, прятаться и чего-то бояться. Я хочу просто жить. И вы увидите, когда вы откроете сами себе глаза на то, почему ваша жизнь такая, а не какая-то другая. Вы увидите, как все поменяется. Очень хочу еще вот этот круг отметить. Вы видите, перешли к цвету, и он еще сильнее появился. Вы посмотрите, сколько у вас ресурсов для своей жизни. Какая колоссальная поддержка от вашего рода. Попробуйте мысленно, может быть, представить, поговорить с ними, поблагодарить. Все желают, как правило, люди желают всегда чего-то доброго и хорошего. И то, чему вас учили ваши предки, ваши родители, например, да, бабушки, дедушки, они считали это лучшим. У меня почему-то 7-е поколение начинает таким вот желтым цветом идти карма. Что ж, карма тоже удивительная. Можно работу крутить. И почувствуйте сейчас, может быть, какие-то желания к вам пришли, может быть, вы что-то поняли, что вам хочется, лично вам. Знаете, есть еще одно такое упражнение, когда отрезаются все навязанные желания, отпадают. И я его делала много раз. Это упражнение становится, правда, в самой голове тишина очень такая яркая, и вы начинаете слышать себя, то, чего хотите вы. Так вот, у меня почему-то мои желания, они истинные, они не отпадали. Меня это очень сильно впечатлило, поразило. Но для моего счастья, радости, комфорта, как хотите, можете это назвать, я действительно обрадуюсь. И я очень сильно радуюсь там какому-то неописуемому количеству ювелирных украшений, количеству денег. Мне это надо. И это не навязанное желание. По сути, желание человека, которое прирожденное, да, это поесть, поспать, иметь дом над головой, да, где он живет. Остальное все приобретенное. Так что подумайте сейчас, чего хочется вам. Сейчас вы будете слышать все, что захотите. Сейчас вы будете слышать свое тело, свои искренние, истинные желания. Хотите ли вы жить в той стране, где вы живете? Хотите ли вы поменять квартиру? Просто переехать в квартиру побольше? Я вам открою, может быть, сейчас
новую вселенную, но даже располагая возможностью, люди не всегда хотят переезжать, например. А и так все хорошо, зачем что-то менять? Дышите, не забывайте дышать, наблюдайте за саморефлексией. Очень важно в этом месяце отсеивать все то, что не ваше, все то, что лишнее. Не выбросите сами, у вас отберут. Поэтому особенно обиды. Избавляемся. Мне очень хочется фиолетовый. Да, час у нас практически с вами уже вышел. Думаю, еще пару минут. Работа вам должна понравиться. Работая со своим родом, вы тем самым выдаете им почтение, ну, можно так сказать, да, неважно даже если не хочется, если у вас чувства до сих пор есть, повторюсь, агрессии, вы еще в уроке, и урок вы не отработали. И вам будут давать этот урок, пока вы его не пройдете. Зачем вам это надо? Отработали и все. Двигаемся дальше. Я правда желаю денег, и никому я не хочу ничего платить. Навязанные вот эти вот стереотипы. И я сейчас сказала вот эту фразу с позиции своего ребенка, с позиции, когда я была ребенком, потому что все мои детские копилки вскрывали, и хорошо, если спрашивали, обычно не спрашивали и отбирали деньги. Посмотрите, кому еще что-то хочется добавить. У меня это, по-моему, самая яркая такая работа. У меня нету ярче. Вы не должны жить в той стране, в какой вы не хотите жить. Вы не должны заботиться о тех, о ком не хотите заботиться, если вдруг вам еще просто рано. Да, я вам еще раз повторюсь. 20, лучше 30 лет вы должны просто жить для себя после того, как вышли из родительского дома. Заботиться о своих детях, там, мужьях, женах, это да, но не насильно вы не должны никому отдавать свои деньги. Я имею в виду помощь роду. Вот так вот у меня сегодня все получилось. Я услышала свои желания. Я их увидела, и надеюсь, вы тоже. Линии поля и фиксация.
Работу рисуйте несколько, попробуйте несколько раз ее порисовать, чтобы почувствовать. Почувствуйте своих предков, почувствуйте, поблагодарите их, скажите им просто спасибо. Я знаю, что ты стараешься лучше для меня, но мне вот хочется вот так. Услышьте свои желания. Живите свою счастливую жизнь. Не надо вам отрабатывать ни за кого. Линии поля ведем так, как вам хочется. А я вас, кстати, благодарю за все ваши комментарии, за ваши подписки, лайки. Я все вижу, все читаю. Благодарю вас за все ваши благодарности на карту. Я все получаю, и мне очень-очень приятно. Ваша щедрость, она вам вернется. Будьте щедрыми по отношению друг к другу, к другим людям. Будьте щедрыми по отношению к своему роду. Вам не нужно отдавать энергию и идти целоваться, но энергию благодарности вы должны им дать для себя. И фиксация, что вам хочется. Какое-то желание. Я, если честно, думала, что у меня я выйду. Надо подумать будет, о чем это мне. Округляем все, что можно округлить. Ну а я не буду занимать время в эфире. Хорошего вам дня и будьте счастливы. Живите свою счастливую жизнь.